Битва драконов пустоты. Вот это да, какое зрелище. А Цзиянь с новой силой. Сначала Сяо Янь побывал в цветочной фракции, а после отправился на остров драконов пустоты. Какие же интересные события в цветочной фракции. Эпичное появление Сяо Яня как раз в нужный момент. Любит он спасать девушек. Сяо Янь показал поразительную силу, победив в поединке. А еще, наконец, мы увидели Юнь-Юнь. Она почти не изменилась, но стала еще красивее. Ее наряд смотрится очень элегантно. Да, лотос уничтожения 4 видов небесного пламени на уровне почтенного воина – это уже не шутки. Такая мощь способна разрушить целую фракцию. Сяо Янь действительно сильно удивил Юнь-Юнь возросшей силой. А теперь, когда она стала главой фракции, павильон падающей звезды будет их союзником. Слава Яо Ченя на уровне мнимого святого идет далеко впереди него. На острове драконов пустоты Сяо Янь занялся плавлением кристалла Цзиянь. С помощью небесного пламени это получалось. Однако неожиданно на восточный остров напали другие драконы пустоты. В одном из видео на втором моем канале говорится, почему племя древних драконов пустоты было разделено. Эти 4 части некогда единого острова теперь враждуют. На этот раз 3 других острова, Южный, Северный и Западный, объединились. Они хотели забрать Цзиянь, важнейшего дракона с королевской родословной. По сути, не все хотели объединить племя. Некоторые вожди драконов пустоты желали сами властвовать и не дали бы появиться новому императору. Цзиянь находилась в опасности, но Ся Янь еще не закончил процесс плавки кристаллического слоя. Среди нападавших были эксперты уровня мнимого святого, хотя старейшина Джули, что встретил Ся Яня, тоже на уровне мнимого святого. Его сила примерно как у Яо Лао или чуть сильнее. Это будет интересная битва драконов пустоты. Мы видим сражение Хэйцина против других драконов. А еще старейшина Джули противостоит другому сильному эксперту. Наконец мы сможем увидеть это таинственное легендарное племя сильнейших зверей. Особо стоит отметить главных командиров, что привели войско. Это Ся Ао, мужчина крепкого телосложения, практически на уровне мнимого святого. А также старейшина Маньянь, полусвятой Баньшен. Когда он начал атаку, в этот момент на его теле начала образовываться пурпурная драконья чешуя. Его руки также стали острыми когтями дракона. Маньянь превратился в получеловека-полудракона с драконовым телом, когтями дракона и оружием дракона. Неужели восточный остров дракона такой слабый, что на него так просто решили напасть другие острова? На самом деле, первый и второй старейшина, одни из сильнейших во всем племени, культивировали в уединении. В ином случае, разве бы 3 острова осмелились прийти напасть, действуя так высокомерно? Разразилась жуткая битва. Весь остров древнего дракона пустоты разразился землетрясением. Многочисленные поля битв появлялись на небе над островом. Первоначальная спокойная тихая атмосфера больше не существовала. 3 острова драконов. Подобная боевая сила могла омыть любую фракцию верхнего уровня в центральных равнинах кровью. Перед лицом этой атаки восточный остров дракона был застигнут врасплох. К счастью, они тоже обладали множеством сильных экспертов. Пережив начальный хаос, битва окончательно стабилизировалась. В ходе этого старейшина Джоли немедленно приказал Хэйцину идти защитить Сяо Яня. Нельзя допустить, чтобы с ним что-то случилось. Нельзя, чтобы процесс плавки Цзиянь прекратился. Хотя Хэйцин не хотел покидать поле битвы, он также понимал важность Сяо Яня. Он вылетел с молниеносной скоростью. В течение нескольких вспышек он вошел в самую глубокую часть острова древнего дракона пустоты, где находился Сяо Янь с Цзиянь. Тот уже был на пределе, почти месяц занятый интенсивной работой небесного пламени. Все наблюдавшие удивлялись такому усердию и упорству. Хэйцин даже сказал: «Если мы переживем сегодняшний кризис, я стану твоим названным братом». Даже он был впечатлен характером Сяо Яня. Несколько могучих аур пытались напасть на Сяо Яня. С несколькими защитниками в золотых доспехах Хэйцин успешно держал оборону. Они никому не позволяли вмешаться. Но потом, спустя некоторое время, появился еще один командир нападавших островов на пике уровня почтенного воина. Только он собирался напасть, когда возникла вспышка, и перед ним на небольшом расстоянии появилась фигура. Этим человеком оказался почтенный Тэцзянь. Он крепко сжимал металлический меч.
Эксперт драконов пустоты с силой на вершине уровня почтенного воина, естественно, не обращал на него большого внимания. Он махнул рукой и обрушил мощную атаку. Тэцзянь выплюнул глоток крови. Его тело, похоже, сильно пострадало, но тем не менее он сумел на время сдержать противника. Когда тот уже подошел к Сяо Яню и поднял руку, которая беспощадно устремилась к голове парня, в этот самый момент плотно закрытые глаза девушки на алтаре внезапно открылись. Ледяной, холодный голос, который содержал неизмеримое давление, раздался над ухом эксперта дракона. Это было похоже на гром, который отражался в его душе, заставляя его тело мгновенно застыть. Если он потеряет хотя бы прядь волос, то в качестве извинения окажется твоя жизнь. Такое давление возникло из ее родословной. Созревшая королевская родословная. Лицо нападавшего побледнело, а его тело застыло. Рука, которая уже вот-вот должна была коснуться головы Сяо Яня, внезапно остановилась. Из алтаря выстрелила пурпурно-золотая вспышка, что отбросило его прочь. Все битвы вдруг прекратились. Драконы поспешно подняли головы. Их глаза посмотрели на алтарь, окруженный пламенем. Прекрасная фигура всплыла с этого места. Когда эта фигура появилась, они могли четко ощущать, что кровь в их телах начала закипать. Они едва могли устоять на коленях в небе. Настоящая королевская родословная пробудилась. Яростно горящее пламя медленно погасло, а высокая фигура появилась перед всеми. Это была Цзиянь, одетая в золотое платье. Дракон и Феникс танцевали на ее теле. Они казались живыми, излучая благородную ауру. Ее фиолетовые глаза стали пурпурно-золотистого цвета. Они казались таинственными, содержавшими магическое обаяние. Под взглядом этих пурпурно-золотых глаз казалось, что весь мир подчинится ей. Нынешняя Цзиянь больше не обладала внешностью маленькой девочки. Вместо этого она превратилась во взрослую девушку. Все были поражены благородной ауре Цзиянь. Позади нее хлопала пара пурпурно-золотых крыльев. Крылья небесного феникса, тело древнего дракона. Хэй Цин вдруг опустился на колени в небе, как и все другие драконы пустоты, со словами «Приветствуем ее величество, императора драконов». Даже противники чувствовали чистоту и мощь королевской родословной. Первым делом Цзиянь помогла Сяо Яню, что был обессилен тяжелым процессом плавления кристалла. Фиолетово-золотой свет материализовался из тела Цзиянь и быстро вошел в лоб Сяо Яня. В мгновение ока его тело обернулось сиянием. Затем она поднялась высоко в небо и обратилась ко всем драконам пустоты. Императрица драконов. Она, наконец, появилась в племени древних драконов пустоты. Племя не преклоняло колени перед небом или землей. В их сердцах истинным повелителем был император драконов, обладавший совершенной королевской родословной. Такой была Цзиянь. Однако сильнейшие командиры на пике почтенного воина и Баншен не преклонили колени, а решили уйти. Цзиянь позволила им вернуться и передать послание 3 королям островов, что появился истинный император драконов пустоты. Какого же уровня достигла Цзиянь? Доушен, святой. Однако, только когда она выйдет из уединения спустя несколько лет, ее уровень будет 4-я звезда святого Доушен. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам появление Верховной Императрицы Драконов Цзиянь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.